Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на канале я хочу снять видео о том, как поставить субтитры на свое видео. Во-первых, субтитры, они увеличивают доступность вашего видео для иноговорящих. Если у вас видео на русском языке, то у вас будет английская аудитория понимать. Можете перевести на немецкий, на итальянский, на испанский, на любой другой язык ваше видео, и оно будет показываться иноговорящим на их родном языке. Поэтому давайте посмотрим, как это делается. Берем наше видео, любое, заходим. Так, вот у меня, к примеру, видео. Входим в творческую студию нашего видео и посмотрим, где можно сделать субтитры. Вот, открываются сведения о видео и субтитры. Нажимаем на эту вкладочку. Как видим, у нас по этой вкладке уже существуют автоматически созданные субтитры. Я хочу сразу сказать, они несовершенны, поэтому мы будем переводить именно нашу речь к видео, но прежде чем начать ее переводить или автоматически сделать перевод, нам необходимо их изменить, то есть откорректировать. В прежней студии все это делать было муторно, я этим занималась, потом подзабросила, потому что времени уходит на это масса. Сейчас несколько все усовершенствовано, поэтому времени у нас достаточно. Начинаем. Итак, нажимаем копировать и изменить. Перезаписать трек. Да. Будем перезаписывать этот трек. Вот у нас тут в таком не очень удобоваримом моменте. Давайте мы это дело опубликуем сейчас, пока без коррекции, потому что мне не нравится вот этот вот видеорасклад, но я думаю, YouTube, наверное, это скоро исправит. И вот у нас опубликовались мои корректированные видео на русский язык. И что я делаю? Изменяю и это видео. И вот здесь у меня уже идет временной расклад всего того, что я сообщаю зрителям. Вы здесь можете убрать какие-то слова лишние. У нас они в обычной речи бывают. И это сильно грузит потом перевод. И даже перевод может как-то не так корректно быть произведен. Так. Смотрите, возле каждой из двух листиков образуется семейство. Сначала цветков, а потом и ягод. Вот такие кофейные ягодки. Койки. Можно прослушать. Вот такие кофейные ягодки. Кофе. Кофе. Прямо, оказывается, было кофе переведено, а распознано как койки. Кстати, когда вы записываете свое видео, артикулируйте почетче, тогда будет меньше вот таких вот лагов, багов и так далее. Кстати, полезно. Прямо в плодовой оболочке, тут окончание, точка. Поставим точку, пусть с маленькой буквы, иначе мы тут запорхаемся. Итак, дорогие мои, закончили корректировку. Нажимаем «Опубликовать». Все у нас опубликовано на русском языке.
А вот то, что автоматически, можно уже и удалить. Все, у нас остается только откорректированная версия, и давайте добавляем перевод на другой язык. Нажимаем на синюю вкладочку, добавить и выберем английский. Так, что нам понадобится? Переводчик. Я открываю две вкладки переводчика Яндекса, мне он больше нравится, чем Google. Ну и что, давайте теперь будем переводить. Каким образом нам перевести? Просто нажимаем «Добавить». И вот здесь нажимаем вкладочку «Перевести». Все, если вы сильны в английском, можете подкорректировать, как у вас перевелось. Переводит это сервис ютубовский. Опубликовать. Все, субтитры опубликованы на английском. И осталось только добавить название и описание тоже на английском языке. Нажимаем «Добавить». Значит, на русском у нас есть. Копируем. А вот здесь, чтобы перевелось, идем в переводчик. Вставляем. И... тут итальянский у меня. Давайте английский добавим. Английский. И копируем эту надпись. Возвращаемся. Вставить. Теперь копируем описание на английском языке. Идем в Яндекс переводчик. Вставляем наш текст. Тут тоже на итальянском. Английский. Так, все перевелось. Копируем. Возвращаемся. Вставляем в описание. И нажимаем «Опубликовать». Но если вы опять-таки хотите проверить, как перевелось, пожалуйста. Переводится достаточно корректно. Сейчас нейросети используются для переводов, и переводы совершенствуются. Все лучше и лучше. Итак, у нас на английском языке. Но я предлагаю добавить несколько переводов, например, переводы на немецкий, чтобы нас смотрела Европа. Вот немецкий язык. Еще добавим перевод на итальянский. Давайте испанский. И еще добавим перевод итальянский. Видите, как много. Ну что, я думаю, они нас любят. И вот смотрите, здесь везде надо добавить субтитры. Сейчас занимаемся опубликованием. Перевести. Это немецкий. Опубликовать. Оптом оно как-то веселее получается. Еще раз. Перевести на испанский, теперь опубликовать. И добавить перевод субтитров на итальянский язык. Перевести, опубликовать. Все, теперь осталось добавить только наши. Давайте скопируем. И также оптом будем сейчас переводить. Так, это у нас был немецкий. На немецкий язык. Так, на немецкий копируем и вставляем. Кстати, если у вас есть платная подписка vidIQ, то он вам переведет автоматически. Но у меня нету. Поэтому обойдемся. Далее наше описание. И на немецкий язык
переводим, копировать и вставляем описание на немецком. Опубликовать. Также мы поступаем с итальянским. Меняем вот здесь на итальянский. Отлично. Копируем. Вставляем. И теперь то же самое с описанием на итальянский. Копировать, вставить, опубликовать. Ну и остался только испанский добавить описание. Опять-таки меняем на испанский. Копировать, вставить. Что-то это испанский. Это исландский. Ребята, исландский вместо испанского. Ну вот это похоже. Копировать. Чуть на исландском языке не обманула их. Вставить. Так, и описание также на испанский. Копировать. Вставляем. Опубликовать. Ну все, видите, у нас корректно все, субтитры опубликованы, название, видите, как много. Ну и желательно, конечно, на вашем канале сделать так с каждым видео, и у вас будут больше шансов того, что вас начнут читать и слушать на испанском, на итальянском, немецком, английском, русский. Кстати, друзья, если вы считаете, что есть еще какой-то перспективный язык, на который надо перевести, и там попрут подписчики, кстати, посмотрела, меня читают на Украине, в Казахстане, так что есть смысл еще, может быть, и на казахский перевести. Почему бы и нет? Ну вот, пока вот так. Все, субтитры опубликованы. Если вы считаете, что есть еще какой-то язык, который надо добавить, напишите мне, пожалуйста, потому что я просто теряюсь в догадках. Может быть, японский, китайский? Как вы думаете? Я жду ваши комментарии по этому поводу и ваши советы, самое главное. Ну все, всем пока. С вами был канал Тех Минимум. И я, его бессменная ведущая Диана. Увидимся.